Здравствуйте, друзья! Слушайте и смотрите канал Влог 360! Ухилян бежал в Европу, поднял пыль до облаков. От повестки мчался быстро, ногий казачок мчался полем. Дамы и господа, честной люд, всем салют. Рад вас приветствовать на канале Влог 360. Меня зовут Сергей, я являюсь автором не только этого канала, но этих обоих. Вы видите справа от себя на дисплее мониторе телевизора или компьютера два QR-кода. Это мой музыкальный влоговый канал. Добро пожаловать. Ссылки найдете также в описании. И QR-код, который вы сейчас видите, это телеграм-канал, который был создан специально для этого YouTube-канала, чтобы могли поделиться своим мнением, ссылкой или роликом. И мы снимем ролика на кролика вместе с вами. Мой контент базируется на том, что я в различных соцсетях, платформах ищу ролики о людях, которые что-то снимают про себя, про соседей, про друзей. Позитив, негатив, разбираю их, делаю нарезку, и вы комментируете. Я вещаю из своего мобильного офиса, и я не лысый таксист. Хотя я лысый, да. И что я нашел? Пару роликов для вас сегодня. Гости, которые устроились на работу. Но они же хотели в Европу очень сильно. Европа, да вы что это, скакали, не зря скакали, да, Европа. И вот они уже возмущаются, как так можно работать, как они ждут выходных. Послушайте. Гутен так, сокамерники. Наконец-то эта неделя трэша закончилась и начинаются выходные, с чем я вас, украинцы, живущие в Германии, и поздравляю. Это праздник, 3 дня выходных. У меня эта неделя была просто какой-то. Вы знали, что для пуцефрау тоже нужны курсы? Пуцефрау, кто не знает, это уборщица. Курсы, на которых я сидела 3,5 часа и слушала. Ну, ничего не понимаю, естественно, блядь. Ну, короче, пуцефрау это пуцефрау, да, уборщица, она права, это уборщица. Она, говорит, про курсы сказала. Вот, наверное, очередное образование, красный диплом, который получают, они в 25 лет 3 образования получают. Ну вот, получила немецкое образование, да. Ну а как вы хотели, не все же коту масленица, да, получать денежку. Теперь вы поняли, как дается хлебушек-то, чтоб без тафеля. Напишите, пуцефрау, легко ли вам работать? Насколько я знаю, это нелегкая работа, да. Я вижу, часто в магазинах моют, убирают. Нет, это нелегкая работа. И каждый труд, он ценится. Также я нашел еще один ролик. Это очень, кстати, интересный ролик. Как одна гостья со страны У говорит то, что, ну, скорее всего, Германия должна быть благодарна, да, и она, не то, что благодарна, она в плюсе даже, да, из-за того, что она принимает беженцев. Приняла их. Только плюс этот как-то я вот не заметил, если проживаю тут уже не один десяток лет, как было до, как сейчас. Ну и мы, конечно, посмотрим, как будет после, обязательно. Если вы подпишетесь на этот канал, активируете колокольчик, вы узнаете, как будет после этого. А все равно после это настанет, да, так как слово временное, оно временное, значит, это настанет, когда мы будем жить спокойно опять здесь. Давайте послушаем, о чем она нам расскажет. Вчера были с дочкой в джоб-центре, и что я поняла, какие выводы я сделала, что Германии очень выгодны беженцы. Объясню свою позицию, почему. Потому что беженцу некуда деваться. Ему приходится принимать помощь, которую дают Германия. Да, это щедрая помощь, огромная благодарность. Вот тут, кстати, то, что я скажу позитивного этой девушке, да, ну хоть она вот сказала огромная благодарность, да, и не как многие, я не буду утверждать все, но как многие кричат: мало, дайте еще, нам мало. По крайней мере, она поблагодарила, да. Но у беженца нету выбора. То есть ты и домой не вернешься, потому что там или обстрелы, или оккупация, или дома вообще нету. Ну, то есть разные причины.
И тут тебе нужно осваиваться, тебя подгоняют, тебе говорят, срочно выходи на работу, какая это работа будет, им не важно, какие у тебя чувства там внутри, что ты переживаешь, им, естественно, не важно, потому что это работает система, она без души, она без эмпатии. Да, ребятки, бедненькие, бедненькие, жалко их вам? А? Напишите, жалко? Мне нет. А знаете почему? Потому что когда ехали Шпейт-Аузидля, переселенцы с России, с Казахстана, да, со стран СНГ, им оплачивали шпрахкурсом всего 6 месяцев. И в большинстве случаев Arbeitslosengeld, да, многие получали сразу Arbeitslosengeld, хотя они тут не проработали. Но так это, как они не временно ехали, они возвращались на родину предков, немножко по-другому было. Они получали всего лишь 8 месяцев. Не все, не все. Кто-то, может, до года, но в большинстве получали всего 8 месяцев. И за эти 6 месяцев надо было выучить язык, интегрироваться и идти работать. А не просидев 4 года у папы Сэма на плечах, горланить, что нам мало платят мало нам. И язык мы не можем выучить, имея 5 образований в 25-26 лет. Вот и сравните теперь образование, образованные вы. И просидев 4 года на пособиях, они еще начинают борзеть. Это не голословные слова, это я вам покажу сейчас ролик. А те, кто не знал, мой контент базируется на том, что я ищу, я сказал уже, да, различные ролики и предоставляю их вам в нарезке с разбором. И я поставлю вам сейчас еще один ролик, где уже совсем оборзевшая временная туристка. В общем, что я вам объясняю, послушайте сами ее. Прикиньте, что я сделала. Я попросила у джоб-центра оплатить ремонт моей машины. Представляете? Ну как, не оплатить, а дать мне кредит, чтобы они там вычитали какую-то сумму денег, да, ежемесячно, там, предположим, там 3-5, я не знаю, сколько месяцев. Вот. И через чат GPT я составила письмецо в конверте. Ну, такое, на электронную почту, значит, скинула своему оператору. Кстати, у меня классный оператор, он не заставил меня ждать. И написал: уважаемая Виктория, к сожалению, потому что вы не работаете, мы не можем вам ничем помочь. У меня вопрос. Если бы я работала, как вы думаете, я бы обратилась за помощью в джоб-центр? Странно, конечно, вопрос у нее. Если бы ты работала, ты бы с джоб-центром ничего общего не имела. Кроме того, как они с тебя брали бы там энную сумму, определенные выплаты, ты должна выплачивать деньги. И джоб-центр бы никак бы тебе ничего не оплатил. Он тебя послал бы быстрыми, широкими шагами в банк. То есть иди туда, если надо эти деньги, возьми кредит. Ну, и как вы, ребятки, после такого относитесь? То, что хнычат, плачут, всего мало, времени мало, дали 4 года интегрироваться, выучили Майна Дайна Нихфорштейн, и еще бочку валят на Шпейт-Аузидля. То, что вам было все по-другому. Время было еще меньше дано на интеграцию, на учебу, выучить, то есть русский язык, и устроиться на работу. Если у кого-то было по-другому, напишите, пожалуйста. Мне тоже будет, кстати, интересно. Но я, когда приехал в Германию, мое образование они не засчитали. Мне пришлось также подтверждать все это, да. Получил я шпрахкурсен полгода. Я полгода не отучился. Я отучился, кажется, 3 месяца. 3 или 4 месяца. И я пошел уже по специальности работать. Вот так, ребятки. Я даже не доходил, я не стал тянуть, сидеть, деньги последние высасывать, то, что мне было положено. Нет, я пошел, да, работать. В общем, учиться, работать, тут разницы нету. То, что я нашел себе место, где можно было уже зарабатывать деньги. И мне было
Да совсем молодой я был, да. Совсем-совсем молодой. Это было очень давно, больше 30 лет назад. В отличие от гостей. Вот такой у нас ролик получился. Да, у всех разные истории, у всех разные случаи. Так что можете поделиться ими в комментариях, у кого как было. Может, кто-то до сих пор 30 лет сидит на пособии. Я не удивлюсь, не, я не буду утверждать, но я не удивлюсь, да. Я думаю, есть такие люди тоже до сих пор, да, которым нравится сидеть на пособии и ничего не делать. Напишите. Спасибо, что вы досмотрели этот ролик до конца. Также большое спасибо за позитивные, теплые комментарии. Душу греет, правда? Когда пишут хорошие комментарии, очень приятно даже читать. А когда гадость пишут и пошлость, фу. Не забываем подписаться на этот канал. Лайк, комментарий, какое-нибудь движение. Ну, лень писать комментарий, поставьте там штрих какой-нибудь, палочку, точечку, знак восклицательный, вопросительный. Это хватит для Ютуба, чтобы продвинуть ролик, канал дальше. Всем добра, удачи!